Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Я сейчас сделаю для вас Таро-календарь на предстоящий месяц. И это моя авторская разработка Grand Tableau, то есть большого расклада на картах Ленорман. Приглашаю вас на расклад, потому что он сделан для того, чтобы вам добиться своего личностного успеха. Вот такие карты Ленорман будут нам сегодня с вами помогать. И я хочу сказать, что, конечно же, ваше сегодня, да? А я делаю на предстоящий месяц. Итак, у нас в этой колоде есть карта женщины и мужчины. Это будут карты-сигнификаторы, это ваши двойники. Мы, когда идем в гости к друзьям, к родным, лучше всего из своего пространства, из своей ауры не выходить, а посылать своего двойника в общее пространство. Если двойнику понравится общение, он вернется и передаст вам приятное ощущение. Если не понравится, двойник не передаст. Поэтому астрологические и алхимические – это, опять же, мои авторские разработки. Я ни на кого не ссылаюсь. Это то, что я получила в медитации от высших сил. Лучше всегда посылать двойников. Поэтому я сейчас беру двойников, которые будут присутствовать на этом раскладе. И они откроют суть каждого дня месяца. Да? А чтобы активировать двойников, мы спросим, в каком состоянии вы сейчас находитесь, в каком самоощущении. Мужчина, или это может быть вы, инь-янь, да, ваша вторая часть внутреннего «я», стремится к деньгам и получит денег много, и любит вас. Вот такой расклад. У мужчины будет месяц великолепный, наполнен любовью, деньгами, счастьем, удачей. Это очень хорошо. И сейчас, в это время, вы с мужчиной рядом, или же, может быть, вы в разлуке, это не важно. Важно знать вам одно, что мужчина думает о вас и любит вас, и сделает все возможное, чтобы вы были счастливы. У вас сзади карта крест. Она говорит, что вы прошли недавно какие-то трудности, у вас тяжело на сердце, и вы волнуетесь. Я предлагаю вам сканировать свое самоощущение вот в момент начала расклада и в момент, когда я закончу расклад. И написать мне в комментариях, исполнилось ли то, что ваше самоощущение стало лучше. Тяжелый крест ушел. Стало лучше, дышать стало легче, приятнее стало. Это значит, расклад очень вам уже прямо сразу помогает. А это самоощущение может появиться позже, не обязательно только после расклада, но, например, на следующее утро. Это была предиагностика. Эти карты двойников теперь у меня здесь, и поэтому вы, ваша персона, вы как личность сейчас оказались в мгновением ока. У меня здесь в студии Ванкувер, Канада. Кто не знает, отсюда я работаю, но я люблю весь мир. И я гражданин мира, можно сказать, да, как и вы тоже, кстати. Несмотря на то, в какой стране бы вы ни жили, знаете вы об этом, не знаете, допускаете вы это или нет, но вы гражданин мира. Я сейчас вот что сделаю. Я возьму 4 карты по знакам зодиака. Особенные советы по знакам зодиака. Огонь, стихия огонь, стихия земля, стихия воздух и стихия вода. 4 карты. Вот что происходит. Итак, мы под сердце вам кладем. У вас все 4 стихии есть, кстати, все 4 знака зодиака эти и 12 знаков, потому что 4 у вас стихии, и все знаки зодиака, по 3 знака в каждую стихию есть в вашем гороскопе. Смотрите основную стихию, как вы привыкли, по Солнцу, Луне или асценденту, так называемому, то есть восходящему знаку. Остальные стихии – вспомогательные подсказки под сердце. Огонь, земля, воздух и вода. Я эти карты откладываю в сторону пока. Это не то, что они ушли, они просто идут в ту область, где вы просто сейчас их не будете видеть по той причине, потому что мне нужно будет раскладывать Grand Tableau, мне нужен весь экран. Вот так идет, да? Итак, сейчас мы будем раскладывать с вами Grand Tableau на каждый день месяца. Начинаем мы подснимать себя. Для вас сделаю 1 число, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Итак, у нас здесь 7, 8, 8, 9, 10. Теперь мне нужно немножко сдвинуть, потому что у меня в каждом ряду будет по 10 чисел. Сейчас начнем с вами трактовать то, что видно, да? По 10 чисел в каждом ряду. Итак, что здесь видно, дорогие друзья? Вы можете посчитать число сами. И если у вас день рождения, я от души поздравляю в любой день этого месяца, да? И желаю вам счастья. Первое число, карта башни, день хороший для работы, для каких-то дел касательно продвижения вашей личности, как реализации своих талантов. Очень хороший день для работы, будет успех в работе. Второй день месяца хорош для свиданий, встреч, переговоров, общения. Общение с миром. И тот, с кем вы будете общаться, принесет вам очень хорошие новости. Третий день недели тяжеловат с точки зрения кармы, то есть может всплыть прошлая какая-то боль, либо же здесь куратор, целитель и помощник из вашего рода, из ушедших в мир иной, хочет вам какое-то послание передать, предупредить. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, к своим снам 3 числа. 4 числа клевер, очень удачный день вообще для всего, буквально удача буквально под ногами, да. Легкий, удачный, приятный, обворожительный день для денег, для радости, для любви, для всего самого лучшего. Удачные покупки за хорошую цену и так далее. 5-й день месяца. Карта книга. Информацию нужно получить, все проверить, перепроверить. Сейчас такое время, много всякой информации, много ложной информации, неправильной, где вас хотят запутать, к себе привязать, принудить, навязать волю. Проверяйте всю информацию. Сейчас есть во всем буквально источники самые надежные, и проверяйте информацию. Это может быть чего-то изучить, по профессии обучиться. Это может портмоне, куда деньги будут приходить, да? Бубен деньги в портмоне. Но очень хороший день. 5 число, великолепный день. Получайте информацию, пользуйтесь ею. Сейчас для вас что-то прояснится. Очень хороший день. 6 еще лучше день, потому что карта рыбы говорит, что будут деньги, будет любовь. Это роскошный день. Знаете, как рыба в воде. Это и есть то, что я называю, если вы меня давно смотрите, поддерживающая среда. Смотрите, все животные, рыбы, минералы, все держит поддерживающую среду, растения, а мы, люди, нет. Поэтому нам вот эти все силы природы передают такое послание: держитесь своих, тех людей, которые в вас верят, вас любят, вас уважают, вас принимают, вас не пытаются переделать, переломить, сказать вам, что вы какой-то не такой, у вас есть недостатки, вам нужно работать над собой, исправить свою карму, вам нужно хорошими поступками. Да вы и так хороший человек, вам нужно кайфовать от жизни. 6 числа кайфуйте от жизни с людьми, которые вас поддерживают, а не ругают, заметьте. 7 число, карта Солнца еще лучше. Эта карта говорит, что успех, прояснение какой-то информации, что-то очень хорошее идет вам прямо в руки. Это радости, это кто-то сделает вам какое-то одолжение, окажет помощь, это денежные бумаги будут решаться у кого-то. 8 число, карта гроб. 8 и 3 число – это те числа, когда вы можете взаимодействовать с духами вашего рода. Да? Вот это очень хорошо. Также 8 число – день, когда какие-то страхи могут всплыть из подсознания. Не слушайте голос страхов, это подселенец. У нас у всех есть подселенцы, которые внедрились и запугали нас. И только ритуально, только уверенностью в себе можно подселенцев убрать навсегда. Это даже может какая-то назойливая мелодия из какого-то фильма, из какой-то звезды типа, да, но это все назойливая мелодия, это подселенцы, чтобы вы знали. Голос какого-то человека, который вам что-то диктует, сказать, откуда пришло, туда и ушло, я свободна. В общем, это такой день, где нужно будет защищаться от негатива вам. 9 число – прекрасный день для любви, сердечко будет радоваться от счастья, хороший очень день, стабильный, удачный.
день для того, чтобы заниматься кардио. То есть, ну, даже если вы не любите спорт, хотя бы пройдитесь быстрой ходьбой. Ну, пусть даже полчаса, но важно, потому что сердце, оно очень любит такие щадящие нагрузки, и вам необходимо 9 числа вспомнить об этом, даже если дождик или же солнышко, неважно. Если солнышко, можно вечером пройтись. Если дождик, подождать, пока он будет моросить, или даже надеть подходящую одежду. Но прогулка обязательно. Любимый напишет. Хороший день для встречи любви новой. Очень хороший день. 10-е, якорь, ну, это стабильный день. Очень стабильный день принесет вам стабильные финансы. Если какая-то покупка, так очень удачная покупка, очень удачная. Если что-то касательно людей, то к вам стабильно относятся, вас уважают, любят. И знаете, пиковая масть, это означает, что дела какие-то сложные, которые до сих пор не решались, решаться 10 числа положительно. Вы добьетесь результата. Якорь – это результат, когда уже все решилось. Так что 10 успешный день. Так, делаем на следующие 10 дней. Итак, все перед вами раскладываю, все вам видно. Следующие 10 дней, чего ожидать и так далее, да? Что мы видим здесь? 11-я гора. Много работы, но работа принесет большой результат. Какая-то тяжесть может связана с семейными или деловыми, может быть, делами в офисе, где вы работаете, на предприятии. Смотрите, не слушайте сплетни и не присоединяйтесь ни к какому лагерю, потому что вас хотят использовать. Гора какая-то преграда между вами и вашей целью. Будьте внимательны, смотрите вокруг, какие могут быть преграды, и обязательно будете избегать трудностей. И такая карта выходит, когда она говорит, что вы сможете избежать трудностей, если будете внимательны к тому, что происходит вокруг вас в этот день. 12 число вы получите известие очень хорошее о любви, о счастье. Кто-то вам окажет услугу. Это могут быть подарки по почте, какой-то подарок. Это может быть удачная покупка, какие-то деньги вы получите, что-то очень хорошее. И сложный вопрос решится. 13 число, карта Медведь, вам обещает сильную силу, да, сильную энергию для дел. Трифовая масть, дела и семья. И для семьи. Это мужчина, который вас защитит, это начальник, который похвалит. Это вы будете в своей силе пребывать, вернется к вам сила, если была кем-то украденная. То есть это очень мощный день, сильный, защита очень сильная, прекрасный день для всего. Победа будет за вами. Итак, 14 число. Карта дом. В доме будет хорошо, в доме будет любовь, в доме будет порядок, в доме будет приятно. В доме будет благополучие. Это очень хорошая карта. А также защита, убрать в доме, провести время в отдыхе и поблагодарить судьбу, что у вас есть квартира, дом, у вас есть где отдохнуть, у вас есть свое место под солнцем. У тех, у кого нет места под солнцем, в этот день придут идеи, как этого добиться. Прислушивайтесь к своей интуиции. Итак, далее. 15 число. У нас карта тучи. Она говорит о том, что в этот день не слушайте никакую информацию. Информация, которая может прийти, может быть ложная. Кто-то хочет вас обмануть, кто-то хочет воспользоваться вами, кто-то хочет вам дать ложную информацию, чтобы затуманить вам восприятие жизни. Может быть, кто-то хочет вас использовать, может, кто-то хочет выдать желаемое за действительное, чтобы пока вы будете идти в одном направлении, человек может воспользоваться вами. Не слушайте никого, будьте внимательны. А также тучи может означать, например, вы смотрите, кто-то делает, например, бесплатные расклады на какой-то стрим. То есть стрим – это прямой эфир, бесплатно, говорит, полностью бесплатно. И требует ваше имя, дату рождения. Будьте внимательны, потому что бесплатный только бывает сыр в мышеловке, но это предупреждение. Я никого конкретно не имею в виду, никого буквально, но
Предупреждение для вас, если вы хотите воспользоваться бесплатной какой-то услугой, требует вашу дату рождения и имя. Будьте внимательны, понимаете? Что у меня происходит, как у меня расклады? Вы свое имя говорите, кстати, как мантру, сами своим собственным голосом у себя в пространстве, кроме вас никто не слышит вас. Даже можно сказать имя и дату рождения самому себе, и никто не слышит этого. То есть, если от вас требуют, чтобы вы дали информацию о себе, конкретную информацию, потом говорят, что вам сделают бесплатный расклад, именно этого числа не ведитесь. Но я вообще сказала бы, никогда на это не ведитесь, да? Потому что вы у себя в пространстве, вы знаете дату рождения, вы участвуете в моих раскладах. Кстати, это тоже работа колдунов. Если колдун говорит, вот столько заплати, и даже если это недорого, и говорит, что сделает заочно вам что-то, это очень опасно, потому что если вы не участвуете в ритуале, ритуал может очень сильно вам навредить. Или колдун просто обманет, вообще ничего не сделает, только деньги возьмет, что, скорее всего, так и будет. Значит, смотрите, что получается. Там очень вся простая магия выходит, да? Если вы идете в церковь, и вы хотите, чтобы Бог вас услышал, что вы делаете? Я церковный маг, кто не знает, белая магия, светлая магия, 30 лет в церкви проработала. В церкви самая сильная магия делается, это белая магия, очень хорошая. И что происходит в церкви? Мы должны у них взять в церкви этот алгоритм. Алгоритм простой. Когда пришел человек в церковь, он тоже должен к Богу прийти. То есть он молится сам, первое. Он присутствует на обедне. Второе, он перед обедней делает покаяние. Третье, сам взаимодействует с Богом. Но там через священника, в чем я не совсем согласна, но это личное дело каждого, соглашаться или нет. Он сам участвует в обедне, сам берет причастие. И у меня на раскладах, даже на чистках, вы участвуете, да, в этом. То есть я вам говорю, расклад для всех, потому что хлебушек для всех, причастие для всех, и каждый человек по-своему исцелится во время причастия. Точно так и все карты для всех, и все мои слова для всех. Но каждый услышит свое слово по-разному, по-всякому, так как только вы можете это понять. Никто другой за вас это не сделает. Поэтому если колдун говорит, вот туманит вам мозги, дай денег, я заочно сделаю, ваше право, вы хозяин-барин, делайте, что хотите. Я просто со своего понимания магии говорю, что это небезопасно. Или на бесплатных эфирах вам говорят, дай дату рождения, дай имя, и я тебе скажу. Уже ваше имя есть в этой базе данных у этого колдуна. Как бы он там себя не презентовал, он может быть колдуном, да, может быть он оборотень. Так что я вам советую никогда никому не давать свою дату рождения именно на таких эфирах. Это вот так, это вот так. Знаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и вот здесь на этой карте тоже это есть. Это было про 15 число. Много сказала, потому что здесь идет такая синастрия, гроб, тучи, крест и крысы. Крысы, кстати, я пока 16 позже скажу, выходит на 17. И особенно 17-го, особенно 3-го, да, особенно 8-го и особенно 5-го. Вообще никогда такого нельзя сделать. Нельзя никогда принимать ничего безоплатно, что касается, где вы даете свою информацию, да. Это очень важно. Ваша информация остается при вас. Вы можете сидеть у себя дома, да, смотреть расклад, и это тет-а-тет. Но когда вы на всеуслышание говорите, вот мое имя, вот моя информация, и колдун вам бесплатно что-то там делает, и все услышали, да, ваше имя. Может быть, колдун сидит в чате, может быть, нет, это человек, который делает бесплатно, хотя, как я уже сказала, все сказала, да, в чате кто-то сидит, какой-то колдун, и он в то время, когда вам вот бесплатную такую делают расклад, а колдун вами пользуется, который в чате сидит. Что я хочу сказать? Почему общие расклады вот такие, они, несомненно, не просто лучшие, они божественные. Потому что я обращаюсь к высшим силам и вам даю слова, которые каждый из вас поймет по-своему. И вы у себя знаете свою дату рождения, свою предысторию, свое имя. И вы у себя в пространстве все это знаете, да? Так что вот это так работает. Не поддавайтесь на работу колдунов. Также колдун может с вами воспользоваться вот этого числа. Это 18 число, там Луна. Будьте внимательны.
Вернемся с вами к 16 числу. Карта Лилии очень хорошая. Здесь у вас будет все прекрасно. Взаимодействие с высшими силами прекрасное. Новый знакомый, может быть, мужчина. Человек, который вас любит, хочет с вами помириться. Это карта хорошего бизнеса, который вам принесет доход. Очень хорошая карта. А когда я даю эзотерическую информацию, например, об опасности черной магии, которую я сейчас сказала, которая может вами воспользоваться где-то в мире, когда выходит гроб, крест, тучи, крысы, я вам даю информацию о черной магии. Тот, кто хочет воспользоваться этой информацией, это дисклеймер, да? То есть я не претендую, что все должны меня понять. Тот, кто прорезонирует, воспользуйтесь этой информацией, она может вам помочь. А тем, кто не резонирует, смотрите дальше. Ведь карта тучи может просто означать ложную информацию. Именно 15 числа, которой мне нужно доверять. А также страхи. Кто-то хочет вас запугать, например, 8-го, и кто-то хочет нагрузить на вас, например, лишнюю работу в офисе 3-го. Но это так. Далее. Вот здесь 17 числа крысы могут говорить о денежных потерях. 17 числа не покупайте ничего, если вы не уверены, что это правильная цена, что вам ничего не навязывают. Именно 17-го не покупайте. Может быть завышенная цена, 18-го, например, вы будете волноваться об этом. А 19-го цена уже будет лучше, вы будете жалеть, что купили за завышенную цену. Вот такое предупреждение 17-го. Итак, сказала 18-й, день эмоциональный. Будьте внимательны, чтобы не говорить свои данные во услышание, особенно что касается даты рождения. И когда это связано с именем, понимаете? А еще, если человек знает, где вы родились, в каком месте. Почему? Не только человек, а вообще мир весь. Потому что это база ваших данных, да? 18 числа эмоции могут быть высокие, и будьте внимательны, не волнуйтесь, отдыхайте. Карта Луны ведь ночная карта, отдыхайте достаточно. 19-й очень удачный день, это карта кольцо. Здесь много радости, успех, здесь подарки для себя любимые, подарки от любимого. Прекрасная карта, это какие-то денежные дела или же деловые дела будут решаться. Казенный дом. В казенном доме все хорошо, то есть ваши дела продвигаются. 20 число, карта лиса, опять же хитрость кого-то может быть. Родных, знакомых, соседей, не поддавайтесь, а также вы. Это вы деловая. У вас деловой прорыв может быть. И я смотрю, первый деловой прорыв 20-го, то есть в делах 10-го, в делах очень будет вести. Но я возвращаюсь назад, чтобы как-то все это дело вам еще больше детально дать. Да? Деловой прорыв может быть, кстати, 13-го, 12-го очень успешный для дел. А также 5-го. Смотрим с вами. Ой, смотрю, что у меня здесь солнышко. Солнышко. Солнышко это хорошо, но иногда оно забивает. Итак, смотрим. Я выкладываю, а потом все объясню. Итак, я выложила, чуть-чуть сдвину. И что мы здесь с вами видим, дорогие друзья, на 21 число, вам видно, да? На 21 число у нас с вами выходит карта коса. Чтобы не поругаться ни с кем, не скажите опасных слов. И если кто-то вам говорит слова опасные, это может быть, кстати, заговор колдуна, 21 тоже опасный в этом плане. Я вас предупреждаю, чтобы вы смотрели за собой, да, это с любовью предупреждаю вас. 21 число может быть опасным поругаться. Например, кто-то вас критикует, и вам хочется защищаться. Я бы сказала, именно 21 числа не защищайтесь. Если человек вас критикует, он уже не очень здоровый. Потому что здоровый человек не будет влезать в жизнь другого, его критиковать, ему указывать, как жить. Вы взрослый человек, сами знаете, как вам жить. Поэтому 21 числа не слушайте ни наговоры, ни сплетни, ни критику. И не рубите с плеча в том плане, что не принимайте каких-то решений. Потому что это день неблагоприятный для решений.
А вот 22 число очень благоприятное. Это карта дерева для каких-то решений, помощи близким, для лучшего стиля жизни, для того, чтобы исправить то, что вам мешает жить. Самое главное – гомеостаз и самое главное – биологические процессы в организме. Это самое главное. Все это дается бесплатно, но люди в основном не хотят этим пользоваться. То есть, скажу, что имею в виду. Правильный режим дня, уход за собой, правильное питание, без вредной привычки, если есть. Вообще мои расклады, у меня, кстати, есть даже чистка. Все бесплатно, я ни за что не беру денег. Безоплатно. И когда я делаю для вас чистки, вы у себя дома говорите свое имя. Я его не слышу, никто больше его не слышит. То есть вы участвуете как в обедне в церкви. Да? Вот у меня по этому закону идет, по церковной магии все идет. Это, знаете, сейчас опасно в церковь идти. Кстати, никому не советую, потому что распространяется зараза. Понимаете? А вот такая домашняя церковь, это то самое оно. Сейчас вообще с интернетом идет и плохое, и хорошее. Хорошее вот это церковь можно дома вот это все делать в себе, поправлять здоровье, жизнь. Вот это на 22-е такое. А здесь примирение с близкими, здесь крепкое здоровье, здесь выздоровление. У вас сильный иммунитет, не волнуйтесь, вы не заболеете. Теперь 23 число ребенок, новое что-то начинаете, это очень хороший день для нового чего-то. Я имею тоже другие видео по лунным циклам, смотрите, если кому интересно, но здесь без лунных циклов, здесь просто на каждый день месяца, и 23 благоприятное для новых начинаний, новое знакомство, что-то очень новое, хорошее, новую обновку себе купить можно. 24 мудрый день для решения бумажных финансовых забот. Очень мудрый, очень классный день. Я смотрю, что солнце сильно забивает. Я прошу прощения. Я сейчас что-то поменять пока не могу, потому что у меня все сдвинется. Да? Можно просто слушать, но карты видно, но так, что очень не видно, но видно. Да? Я буду озвучивать название карт. Карта птицы говорит, хорошо для дипломатии, для денег зарабатывать, взаимодействовать с миром, для того, чтобы решить бумажные дела и денежные дела. Очень хороший день. Это у нас 24 число. Очень хороший день для мудрости, получения совета от каких-то людей, кто вас любит. И 25 число – это день исполнения желаний, это карта звезды. В этот день просто исполняются все ваши желания. Это очень хороший день. Так что в этом не сомневайтесь. Звезды – это когда вы планируете свою дальнейшую жизнь, и у вас все идет по плану, и все замечательно. 26 число. 26 числа у вас букет – это омоложение организма, прекрасная внешность, подарки от любимых для себя. В общем, день подарков, день счастья, день благоухания. Расцветайте, как цветок, у вас все будет хорошо, вы прекрасны и здоровы. 26-27. 27 числа у нас собака. Прекраснейшая карта собака. Она говорит, что вы будете иметь отношения с другом, с любимым, дружелюбная к вам вселенная, дружелюбная сама жизнь. У вас все прекрасно получается. Замечательная жизнь, вы очень счастливы. Это 27-го. Карта собака говорит, друг поможет, вселенная поможет. Это ангел-хранитель. Когда выходит собака, ваши ангелы-хранители стоят на страже. Вот то, что говорила про эти карты, да, вот эти. Вы вообще ни о чем не волнуетесь, потому что сейчас ангел-хранитель входит в ваше пространство. Заметьте, я не спрашиваю его ни дату рождения, ни имя. Я говорю, ваш ангел-хранитель сейчас входит в ваше пространство, где вы находитесь, и вас благословляет. Именно вас, кто сейчас слышит. Поняли меня, да? А благословлять вас будет по-особенному, по-вашему. Вот это очень хорошо. Это 27-го. 28-го карта аисты. Прекрасно для семьи, для дома. Убрать в квартире. Дом защищается от негатива. Очищается ваша аура. Вы очень счастливы. Это перемены в личной жизни. Здесь можно встретить любовь или примириться с любимыми, родными, семейными или с партнером. 29 число. У нас здесь сад, это карта гармонии, это карта порядка, это когда у вас все замечательно, гармония в делах, в деньгах, в любви, в здоровье, крепкое здоровье. Вообще расклад прекрасный.
И 30 число, карта плетки. Мастер номер 11 говорит, что много работы. Кстати, видите, весь месяц будет посвящен много работы. Начинается с карты работы и заканчивается. Я бы сказала, что это же гранд-табло. В гранд-табло много-много всяких есть таких техник, чтобы понять глубже. Башня, первая и последняя карта должны резонировать. У нас башня и плетки. Это много работы, которая принесет прекрасные плоды. Также плетки – это близость с кем-то, с родным, с любимым. Да, вы знаете, мужчина, женщина, там зависит от вашего пола. Плетки говорит о том, что не ссорьтесь ни с кем. Не ссорьтесь, потому что темные силы не дремлют опять. Они не дремлют 30-го, они не дремлют у вас в те дни, которые я уже сказала раньше. Да? Будьте внимательны, потому что темные силы хотят вами воспользоваться, а вы себя не давайте в обиду. Вот уже свет, по-моему, лучше стал. Что я хочу сказать о темных силах? Темная сила – это низкая энергетика, она очень слабая. И если мы в нее не вкладываем энергию, она не живет. Да? Так что вы, главное, не вкладывайте энергию в темную силу, не пугайтесь. Знайте, что Вселенная вас любит. Вот через карты это язык Вселенной. Вам передается послание, что Вселенная вас любит, и просто нужно сказать: ангел, защити, и все. Такой замечательный у вас месяц. А я еще дополнительно возьму эти карты знаков зодиака. Вот это. И помните, под сердцем у вас что было, да? Под сердцем у вас. А вот вы, инь-янь ваши, или вы ваш любимый человек. Под сердцем были вот эти карты. Первая – это огонь. Сейчас так сделаю, чтобы все вы видели. Стихия огонь. Здесь овны, стрельцы и львы. Карта ключ. Нужные двери откроются. Месяц очень удачный, очень счастливый. Нужные двери откроются. Решатся те вопросы, которые до сих пор не решались. Нужные двери откроются. Вы получите ключ к пониманию жизни, вы получите ключевую информацию. Никто не сможет вас больше запугать, дать вам ложную информацию, сделать вас подневольным, да, заставить вас идти в том направлении, в котором хотят эти плохие люди. У вас прояснится все. Вы станете понятно, что делать, как действовать, что продать, что купить, как за собой ухаживать, как наладить отношения, как найти лучшую работу, как найти прибыль. Вот это ключ. Здесь идем дальше, и я иду по зодиакальному кругу. Как вы знаете, как я наметила с самого начала, это карта стихия Земля. Но это карта развилка. Значит, что такое развилка? Мастер номер. И что выходит? Развилка – это самая такая мощная часть развилки пересечения дорог, или же лесная развилка. Лесная развилка – это ваше подсознание, там, где открываются дороги. Пересечение дорог там, где может магия делаться, колдовство. Но я сказала, когда мы разбирали дни месяца, какие дни неблагоприятные, в какие дни нужно осторожно, чтобы не делиться своим биологическим материалом и своей энергетикой личной, да, своими данными не делиться. Дальше. Это мастер номер открытия дорог или закрытия дорог. Здесь я смотрю, что для уважаемых знаков Земли, а это Тельцы, Девы и Козероги, у вас может быть так, что откроются какие-то дороги для вас, которые сейчас актуальные и важные. И в то же время закроются дороги, которые для вас были ущербные и взрывоопасные, и нежелательные, токсичные. И это важно так понимать карту развилка, 22 номер. 2 новые дороги откроются, которые для вас очень благоприятные, 2 дороги закроются, которые неблагоприятные. Дальше мы идем, и по зодиакальному кругу это стихия воздух, весы, близнецы и водолеи. Карта корабль, перемены. У вас будут очень хорошие перемены. Это романтика, это увлечение друг другом в любви, это торговля в делах. Что такое в торговле? Торговля – это все дела, это торговля, если кто не знает. Ими руководит Венера. Но здоровая торговля – это когда мы даем с любовью, получаем назад с любовью. Например, я вам даю с любовью расклад, не спрашиваю, когда вы родились, да, вы сами это знаете. Расклад для вас работает. И прошу, поставьте лайк, пожалуйста. Про все. Лайк анонимный. Там никакая дата не собирается. Просто поставьте лайк. Понимаете? Когда я вижу лайк, я знаю, что вы поставили лайк чисто духовно. Но
Вы только знаете сами, что именно вы поставили лайк. Поставьте, пожалуйста, лайк. И это взаимодействие. Дал с любовью, получил с любовью. Я дала вам с любовью расклад. Это много вложений, много энергетики, много делаю. А получила от вас взамен с любовью лайк. Что на самом деле ни денег не стоит, ни энергии никакой. Наверное, 1 килокалория, даже меньше, пальчиком так нажать. Зачем я это говорю? Просто свой пример привожу. Просто, чтобы вы лучше поняли. Если человек на меня нападает, там пишут в комментариях, что я типа отвлекаюсь. Нет, это свой пример для понимания. Потому что если вы поймете алгоритм вот этот, да, вы будете очень много иметь всего, что захотите, будете богаты. Потому что когда мы даем не с любовью, заметьте, да, даем не с любовью, мы не можем получить. Если мы даем с любовью, получаем с любовью, это правильные товарно-денежные отношения, которые должны быть тоже в семье. Они называются товарно-денежными. Венера ими управляет, точно так, как Венера управляет любовью. Потому что ваш муж, ваш любимый человек, сын, там, дочь, дети, кто угодно, это правильное отношение. Вы дали с любовью и получили с любовью. И вот между партнерами это 50 на 50. Точно так, как в делах 50 на 50. Столько энергии вложил, столько получил. Но единственное, что никогда не бывает 50 на 50, это дети-родители. Дети дают 100%, родители дают 100% детям, и дети ничего не должны давать родителям назад. Только если в кайф позаботиться о родителях, это не долг. Долг отдать родителям нельзя, он священный. Но если, например, вы ребенок, у вас родитель престарелый, и у него нет денег, вы помогаете, это в кайф, в удовольствие, потому что вы любите родителей, да? Но вы родителю вообще на самом деле эзотерически ничего не должны. Сейчас, я знаю, посыпятся у меня стрелы. От души, когда вы родителя любите, можно ему дать и 300%. Но это все равно не окупите долг рождения. Ну, кто понял, то понял. А кто не понял, девочки дорогие, у меня так много других видео, где я говорю о таких вещах. Если вы мать, вы 100% себя отдали, да, при рождении. Ребенок вам ничего не должен. Но он все вам как бы поможет из-за своей любви к вам. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, в общем, здесь такое дело. Видимо, воздушным знаком нужно было это услышать. У воздушных знаков прекрасная торговля, прекрасные отношения. Это встречи любимых, даже из-за рубежа где-то. Новые отношения, новая дружба из-за рубежа. Потому что корабль, он между континентами, между странами. Ну, вот это очень хорошая карта. Перемены. И тоже, потому что пиковая мазь, вы уйдете от трудностей. Здесь знаки стихии вода. Раки, рыбы, скорпионы, змея. Вы скажете, карта сложная. Понимаете, карта имеет миллион значений. И скажу, что для очень многих проиграется, что это новое знание. Змея – это знание. Это выздоровление от болезней. Это прекрасная энергетика ума, смелости, храбрости, добиваться своего, но не за счет других. Понимаете? Вот эта карта змея очень-очень хорошая. Также карта змея может означать для некоторых, для немногих. Будьте аккуратны, есть соперники. Есть неприличные конкуренты, которые вами пользуются, которые на вас наговаривают, которые вам хотят перекрыть кислород. И это просто глупые люди, потому что пока они будут мешать вам идти по своей дороге, кто будет идти по их дороге? Они уже грешат. Самый большой грех – это выйти из своей дороги. Да, и выпихнуть человека из его дороги и пытаться по его дороге пройти. Это оборотни. Я просто говорю, что для некоторых это проигрывается. Такие оборотни, они несчастные люди. У них очень низкая энергетика, их очень легко от себя отстранить. Это тоже ритуально только делается, и только в тех ритуалах, где вы участвуете. Да, там, где вы участвуете, там, где вы участвуйте, причем из своего пространства. Ни один колдун не имеет доступа в вашу ауру, если вы ему не дадите. Я уже говорю, у меня много-много чисток, где я говорю, вы сами в вашей ауре себя чистите. А я со стороны внешней вам говорю, делайте это, это, это. Вы сами знаете, что вам нужно, вы сами себя чистите изнутри. Вы сами идете в церковь принимать причастие.
Если человек в причастии не участвует, он все, он не может получить пользу от этого причастия, понимаете? Так что вот такая вещь. Ну вот, пожалуй, здесь самая главная информация для знаков стихии вода. Что еще хочу сказать? Ведь эта карта тоже защитная. Вот знаете, что такое змея? Она показывает негатив. На вас, может быть, есть негатив, который нужно очищать. Эта карта защитная негатива. Почему? Потому что помните, как у Моисея? Когда Бог ему сказал: окей, людей укусила змея, тебе им нужно помочь. Сделай вот что. Сделай змею из металла. Ну и у Гермеса змея на металле. Это все взято оттуда, да? Сделай змею из металла. Привяжи ее к палке большой. Почему палка большая? Чтобы все увидели. Все, кто посмотрит на змею из металла, исцелятся от укуса змеи. Поэтому здесь змея, она показывает, что есть негатив, и она тоже защищает от негатива, тут же исцеляет. Многие не знают такой информации. Это я вам даю тайную информацию на моих раскладах. Сделай змею из металла, покажи ее людям. И те, кто посмотрит на эту змею, исцелятся. Это Парацельсуса закон. Подобное лечит подобное. Да? Вот такая вещь. Ну, я в других раскладах, я гомеопат, кто не знает, профессиональный алхимик. И гомеопат – это и есть алхимик. Если вы слышите врач-гомеопат, такого не бывает. Или он врач в традиционной, то есть современной медицине, или он гомеопат, потому что нельзя это вместе сложить. Врач – это медицина, которая научная, и она имеет место быть. И гомеопат – это медицина тайная, энергетическая, она тоже имеет место быть. Эти две вещи несовместимы. Почему? Они только комплементарные, помогают друг другу. Потому что научное имеет место быть, сейчас наука многое может, но комплементарная медицина тоже важная, но не отдельно. Многие обращаются только к гомеопатам, не обращаются к медицинскому врачу, делают ошибку. Или многие обращаются только к медицинскому и не исправляют свою энергетику. Но здесь я не судья. Может быть, делают ошибку, может быть, нет, зависит от случая. Вот эта карта медицины. Как комплементарная, так комплементарная – это дополнительная. Типа гомеопатия, травы, такое все, да. Травы – это просто травы, вытяжки из трав, а гомеопатия – это те же самые растения или минералы, но уже приготовлены специальным образом. Кому-то нужно было услышать: обратитесь к той и к другой медицине вместе. Но хочу сказать, что медицина современная, научная, она важна тоже. Поэтому я не тот гомеопат, который вам скажет: не идите к врачу. Я скажу, что я помогу тоже, и моя важная часть работы. Все мои видео гомеопатические, то есть лечебные. Да. Почему я занимаюсь картами? Потому что карты – это та же самая гомеопатия. Это очень мощная гомеопатия. Потому что карты подобное лечат подобное. Да. По моему методу. Мне этот метод был открыт. Когда я его открыла, это было очень много лет назад. Я перестала практиковать классическую гомеопатию, стала практиковать только эзотерическую гомеопатию. Только. Ну, сегодня о себе немножко рассказала. Почему нет? Такое бывает, да. Для друзей, у меня же есть друзья, с которыми мы дружим на более глубоком уровне, да, которые просто мы интересны друг другу. Есть люди, которые за помощью только приходят, это тоже очень хорошо, я счастлива вам помочь. И есть друзья, с которыми мы более глубоко дружим. Я надеюсь, будет больше таких друзей. Подписывайтесь на канал. Подписка на канал – это с вашей стороны изъявить желание дружить со мной. Почему я дружу уже с вами? Ну, послушайте, сделать такое видео – это очень много энергетической затраты, очень много. И мои видео очень правдивые, многим помогают, очень многим помогают. И заметьте, что я не прошу никакого вашего биологического материала. Понимаете, да? Вот, так что подписывайтесь на канал. Что еще хочу сказать? Ставьте лайк, потому что лайк – это ваша оценка моей работы. Приятно оценить работу другого человека. Знаете, без критики, без того, чтобы написать, что у меня там еще что-то не так, и это не так, это не нравится, то не нравится. Я не скрываю свое лицо, поэтому те, кто скрывает свое лицо, спросите, почему они это делают у них. Да? Я не скрываю свое лицо, мне нечего скрывать. Я перед вами как на ладони. У меня очень много видео, кто не знает, с моим лицом. Почти все, кстати.
Но здесь просто нужно было все карты показать, поэтому. Я делаю иногда календарь, не показываю только карты, но и себя. Но девочки говорили, что когда ты можешь посчитать день, там раз, два, три, четыре, им как-то удобнее. Поэтому календарь я так стала делать. Но я, может, вернусь и к старому формату. Может, я буду их альтернативно делать. То показывая стол, то вместе себя. Пишите комментарии, я очень хочу с вами дружить. Себя я не скрываю, вы все обо мне знаете. Понимаете? Потому что я ничего не скрываю от вас. Все обо мне знаете. О себе сами вы знаете только сами. Вот такая вещь. Так что я вам себя показываю. Вы знаете, откуда я, вы знаете, кто я. Вы заглядывали ко мне в глаза миллион раз уже. На YouTube я давно. Так что жду ваших комментариев, дорогие мои друзья. И будем заканчивать это видео. Но не знаешь, что я заканчиваю. Кстати, старое видео тоже много в них пользы. Любое старое видео, оно актуально тогда, когда смотрите. Так что, когда нужна помощь, приходите на канал, пользуйтесь, помощи там хоть отбавляй. Очень много. И не убавится рука дающего, да, как говорится. И вы получите помощь. Ну все, будем видеться. Пока-пока.